Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня будем накатывать шарик. И посмотрим, как вообще можно накатать шарик, не точа вольфрама. Устраиваемся поудобнее, мы начинаем. Сейчас я вам покажу самый быстрый и действующий способ. Вот так вот отламываем тупым предметом вольфрам, но чтобы он был холодным, иначе он будет гнуться, а так колется. Выкручиваем баланс в плюс и ловим этот момент с падом тока, когда разрушается вольфрам, идет нагрузка на электрод и скатывается шарик. И с падом тока мы регулируем этот процесс, чтобы поймать наш шарик в отличном состоянии. Возможно, с первого раза это не получится, но надо тренироваться. Давайте еще раз поглядим. Смотрим, какой огрызок сейчас. Играя кнопкой, увеличиваем напругу. И как только шарик скрутился, все, отпускаем кнопочку, и у вас все будет хорошо. Еще момент, друзья. Когда вы нечаянно проволокой макнули в вольфрам, и у вас образовалось вот такое вот аллитирование на металл, то с этим ничто не поделаешь, нужно обязательно его отрубить и накатать шарик. Либо, если для вас это неприемлемо, то все равно его надо отрубить, либо срезать болгаркой и зачистить. То есть заточить. Но если у вас не получается накатывать шарик, не переживайте. Просто затачивайте вольфрам как обычно, и он образуется сам в процессе сварки. А все это дело я говорю для тех, кто не хочет иметь вольфрамовое включение в своих швах. Хороший шарик после сварки – залог того, что никаких вольфрамовых включений в вашем шве и на пленках вы не увидите. А сейчас будем нагружать электрод положительным балансом. Ну вот что мы видим. Шарик набухает, дуга становится нестабильной, он все больше и больше раскачивается. И планирует даже соскочить в ванну нашу. И начинает вот чернить даже. И вот такого красавца мы наблюдаем. А теперь смотрим, что происходит в дальнейшем, если не поставить баланс в нужное положение. И наша капля благополучно прыгает в ванную. Больно на все это смотреть. Мало того, что сам, но еще и привел в печальное состояние нашу керамику. Но если мы выкрутим в минус баланс на всю, то тоже будет плохо. И также будут частички вольфрама залетать в стык. Так что нужно соблюсти этот баланс, который нам подходит. И не туда, и не сюда. Все зависит от электрода, от ампеража, от газа, от его же расхода. Если мы выберем крупное сопло и поставим малый расход, у вас тоже будет плохо. Если много дадим газа, тоже будет сдувать ламинарный поток этот. Много от чего зависит. И от качества газа, от подготовленной детали. В общем, сварка – это не просто так. Ею надо заниматься. И постепенно вникать. Все опытом приходит с опытом. Все, что вы сегодня видели, воспроизводилось на производственном аппарате EVM Tetrix 551. Накатывал шарик я на плюс 14, а сваривал на минус 15. Вообще он регулируется от минус 30 до плюс 20 от выбранного электрода. Если мы выбираем 3,2, 2,4, 1 мм, то параметры могут меняться. Но я сваривал четверкой на балансе минус 15. Вот так вот все и просто накатывается шарик. И если там макнул или что-то сделал, отрубил, дальше накатал его балансом. И все, баланс выставил так, чтобы шарик нифига не испортился. То есть, когда ты свариваешь, шарик, чтобы оставался вот таким красивым. И тогда будет все хорошо. Вольфрам не будет лететь в стык,
и будет все качественно и в срок. Вот такие дела, друзья. Ну все, всем удачи, пока.